Друзья, сегодня у нас громкая премьера, такого в автопроме не делал никто. Встречаем Xiaomi Skynomad N90. We are the outlaws. То, как Xiaomi подошла к этой презентации, это просто грандиозно. Ребята, у нас куча информации, у нас вся информация, которая доступна на этот автомобиль. Показывать вам мы ее не можем, потому что это секретно. Но все, что можно, мы вам расскажем, а то, что нельзя, прошепчем. Кстати, это второй автомобиль уже в линейке, флагман, полноразмерный кроссовер. Есть еще N70, на который мы уже сняли обзор, но выкладывать его пока нельзя. А если уже он на канале есть, то вот здесь выйдет ссылочка, вы можете нажать на нее и посмотреть обзор на N70. А если нет, нажмите на колокольчик, и когда выйдет ролик, вы получите уведомление. Ну и подписаться не забудьте на канал. Так вот, если N70 это среднеразмерный кроссовер, то N90 это настоящий броненосец, нацеленный на конкуренцию с лучшими семейными кроссоверами, а также с минивенами, между прочим. И вы узнаете сегодня почему. Габариты впечатляют. Длина 5 метров 28 сантиметров, ширина 2 метра, колесная база больше 3 метров. Кстати, максимально допустимая масса менее 3,5 тонн, то есть это категория B. Фирменный цвет у них называется Mountain Green, тот самый, что у нас сейчас. Но я на него смотрю сейчас, и он как будто бы синий. А с другой стороны, он зеленый, и так это и есть. В этом весь прикол. За счет металлических микрочастиц в краске он красиво переливается от глубоко зеленого до бирюзового в зависимости от света. Фары в стиле стрекоза дают дальний свет на 624 метра вперед. Ближний свет освещает зону 180 градусов. Площадь остекления кузова почти 7 квадратных метров. Окошко заднего ряда имеет площадь около 23 дециметров квадратных, благодаря чему сзади нету никакого чувства замкнутости. Главное чудо N90 скрыто под кузовом. Автомобиль построен на архитектуре Xiaomi Kunlun, созданный с нуля специально для трансформации внутреннего пространства. Инженеры Xiaomi перекомпоновали ключевые агрегаты. Задний электропривод сделали более плоским, сэкономив 145 мм по высоте, а блок управления батареей перенесли в корму, убрав еще 180 мм толщины. В итоге общий сэндвич пола составил всего 298 мм, что на 20 см меньше, чем у аналогичных конкурентов. Результат – абсолютно ровный пол от педалей до багажника с перепадом угла менее 3 градусов. Внутренняя длина кабины составляет 2 метра 76 сантиметров, а высота потолка позволяет ребенку ростом 1,20 м пройти здесь в полный рост. В этот ровный пол врезали направляющие из авиационного алюминия 7 серии. Усиленный, скажем так. Всего здесь их 6 штук. 2 для центрального островка и 4 для кресел. Длина направляющих достигает 1938 мм. Это практически двухметровые рельсы в полу. Сиденья второго ряда катаются по ним вперед-назад на 90 сантиметров, а третий ряд на 72 сантиметра. Замки выдерживают на отрыв 5,7 тонн, а за безопасность отвечает 39 датчиков. Если кресло сталкивается с нагрузкой, превышающей 15 кг, то моторы начинают работать в обратную сторону. Схема салона 2+2+3 легко превращается в любую задачу. Первое – это так называемое одиночное путешествие. В этом случае переднее пассажирское кресло уезжает вперед, сиденье второго ряда раскладывается в режим Zero Gravity, а сдвижной центральный остров превращается в рабочий стол под ноутбук. Следующий сценарий – это путешествие вчетвером. Второй ряд сдвигается назад, обеспечивая суммарный запас для ног в 1550 мм. Это на 48,5 см больше, чем у Аита М9. А пассажиры могут смотреть фильм на экране в 21,4 дюйма, 3К разрешения. Третий сценарий – это переговорная комната. Обратите внимание, нажатием одной всего лишь кнопочки вы превращаете салон в комнату. Ну, они называют переговорной комнатой. В этом случае, когда два человека сидят напротив друг друга, у них расстояние между лицами 1,74 м. Друзья, понимаете, что это такое? Фон. Вот садись, Антон, туда. Даже если ты поел чеснока, я не почувствую этого. Какая-то магия просто. Что они сделали из кроссовера? Не, ну места-то очень много. Очень много места. Это больше, чем в миксе. Очень больше, чем в миксе. Сюда поставить столик, да? Угу. Это ж какой можно шикарный пикник себе устроить. Столики есть двух вариантов. Один вставляется вот сюда в подстаканники,
другой крепится прямо в полозье. Обалдеть. Вот так сидишь, как бы расстояние не очень сильно понятно. Мы друг другу вообще не мешаем. Вообще никак. Вообще нисколько. Мы вот оба можем вот так сесть легко. Здесь есть и бензобак сзади, здесь есть и бензиновый генератор спереди, и еще передний электромотор, то есть это полный привод. А еще есть выхлопная труба. Так как они переделали кузов, так никто еще не смог. И даже, наверное, попыток не было, потому что, типа, наверное, долго, сложно. Эти, за 2,5 года. Они выпустили, когда SU7, они уже знали, что они будут делать. Представьте, 2,5 года компания выпускает автомобили на рынок. 2,5 года. Ну, как бы, да, разработки у них начались пораньше, но на рынок выходят их модели 2,5 года всего. И то, что они сейчас добились, то, что они выпускают автомобиль, который сейчас просто бьет всех конкурентов в своем классе. И вот самое главное, что здесь очень комфортно будет располагаться вообще всем членам семьи и вам в поездке вашей. Ну и последний режим – это режим кроватей. Различные сценарии, можно по-разному сделать кровати. Можно разложить первый и второй ряд, получить кровать. Можно разложить второй и третий ряд. Либо можно отдельно третий ряд превратить в кровать. Здесь 32 квадратных метра гипоаллергенных материалов стандарта Ecotec класса 1. По предварительной информации можно выбрать 4 кресла Zero Gravity. У нас же их 2. А кресла первого и второго ряда оснащены 16-точечным массажем. Причем массируется не только спинка, но и сама подушка сидения. Для прохода на третий ряд между капитанскими креслами оставили свободный коридор шириной 18 сантиметров. Третий ряд – это полноценный трехместный диван с электроприводами, регулировками и собственным подогревом, который по комфортности уделывает мой BYD Ся. Задний ряд здесь трехместный, настоящий трехместный ряд. Давайте протестируем его. 3 взрослых человека спокойно помещаются здесь. Здорово. А у меня, кстати, кулак над головой. Угу. Ну, у меня полкулака. Че, Леш, маленько некомфортно? Я могу вот так вот сделать еще. А? Удивил? Удивил. То есть я поместился с комфортом там, с комфортом здесь. И сейчас давайте посмотрим первый ряд. Вы сами сейчас только что все это видели, Антон. Ты обманываешь! По-любому там надвигал все. По-любому сделал монтаж. Склейка сдвинул, да. Не, конечно, поражает очень сильно. Ну, мне знаешь сейчас чего не хватило, Леш? В революции этого автомобиля то, что не занесли обдув на третьем ряду сидений. Вентиляцию сидений на третьем ряду. Как обычно, да. Вот что зажали-то опять, понять не могу. Климат в машине трехзонный, с тепловым насосом и 17 дефлекторами обдува. Вдумайтесь, ребята, 17. На втором ряду, помимо массажа, вентиляции и подогрева, у нас есть телевизор на 21,4 дюйма. Можно управлять пультиком, голосом, либо жестами. И холодильник, он же термобокс, потому что у него подогрев, на 9 литров. Сюда влезет до 12 бутылок Кока-Колы. Лед. Прям лед. Охладиться хочешь? Ну и, конечно же, про электродвери не забыли. Между прочим, двери открываются на 90 градусов. В салоне установлена система из 6 экранов. Это приборка 8,8 дюйма, проекция 20 дюймов, центральный экран 16,1 дюйм, планшет второго ряда 6,9 дюймов, потолочный телевизор 21,45 дюйма, 3К разрешения, а также цифровое зеркало заднего вида. За звук здесь отвечает 25 динамиков, система 7.1.4, с отдельным динамиком в подголовнике водителя. За мультимедиа отвечает процессор Snapdragon 8 поколения 3, а вот за автопилот чип NVIDIA Tor мощностью 700 ТОПС. А вот самый интересный технический нюанс заключается в том, что в N90 совсем нету традиционных плавких предохранителей. Бортовая сеть на 100% переведена на электронные ключи eFuse. Они опрашивают датчики 100 раз в секунду и при аварии или коротком замыкании обесточивают цепь менее чем за 100 микросекунд. Это в 100 раз быстрее обычных предохранителей. Очень хорошо проработали они расход питания в стояночном режиме. Например, холодильник за сутки в выключенном автомобиле потребляет всего 1 киловатт-час за сутки. И в отличие от других автомобилей, здесь не нужно держать машину включенным для того, чтобы холодильник ваш работал. Спокойно выключаете, оставляете нужный вам режим и все. У вас поддерживается нужная вам температура. Система охраны расходует 1 киловатт-час за ночь. Тоже очень хорошие показатели. А вот что мне нравится, что в N90 есть розетка 220 вольт на 2,2 киловатта. Прикуриватель на 180 ватт и есть кнопки управления. Поднятие и опускание заднего ряда, складывание сидений,
есть отдельная кнопка для образования вот такого грузового пространства. Обратите внимание, какой огромный здесь багажник. Это просто нечто. Вы понимаете, что мы сейчас смотрим с вами на багажник трехрядного автомобиля. Трехрядного автомобиля. С поднятым третьим рядом. Ну, это же просто какой-то грузовой автомобиль. Мало того, они еще умудрились сделать здесь вот такую нишу. А хочешь, я тебя удивлю? Удиви. Вот при полной загрузке всем пассажиров мы можем сюда запихнуть 7 чемоданов 20-дюймовых. Обалдеть. А я сейчас тебе их продемонстрирую. Антон, ты что тут удумал? Ну, семья большая, всех надо отвезти, Всех, у да? всех поклажа есть. И они говорят, что это 7 чемоданов не для такого режима. Вот это у нас сейчас грузовой режим для максимальной загрузки. А вот эти 7 чемоданов влезают в стандартный режим, где можно еще и 7 человек повезти. В мой минивэн, который вместительный, который уделывает всякие альфарды, всякие эльгранды и тому подобное в поместимости, я не могу запихнуть 7 чемоданов. 7 чемоданов. Еще 2 рюкзака влезут Да. на раз-два. А теперь давай садимся сюда. Так, ребята, мы загружаем полную машину. У нас 7 чемоданов. Друзья, 7 взрослых человек и 7 чемоданов. Вы понимаете? По-моему, парнишка выше, чем ты. А он себя там комфортно чувствует, да? Ну что, все, поехали. Куда, на море? На море. And then he Всем also человек. has the Я. instant. Обалдеть. Просто. Ребят, 7 человек, все сидят комфортно, 7 чемоданов. У девочек, если честно, 3 колока легко. Парнишка тоже развалился, я развалился, пассажир развалился, все развалились. Леш, ты как? И я могу сдвинуться? Давай, туда давай, чуть-чуть, тут места много. да? Серьезно? Давай. Серьезно? Да ты шутишь. Нет. 避免碰到电视，以限制前排座椅всё. 调节。 Я напомню, это SUV. Обалдеть. Капец. В общем, это для меня реальный вызов. Я хочу посмотреть, сколько влезет чемоданов потом в мою сяжку. Я выложу это все в телеграм-канале, и вы увидите. В минивэн, сколько я смогу поместить. Доставай теперь, чтобы люди поняли, что это была правда, что там не скрытые ниши какие-то. Вот это все богатство. Как туда поместилось, не понимаю. И это мы еще не заполнили нишу, которая глубокая, которая туда уходит. И Туда сюда. пакетов можно набросать. Да еще 2 рюкзака влезет, и сюда еще 2 рюкзака. А вот из порта V2L вы можете получить еще дополнительно 6,6 киловатт. 6,6 киловатт вы можете запитать целый дом, понимаете? Но есть еще один интересный момент. Благодаря генератору и полному баку вы можете получить на стоянке 226 киловатт-часов. Антон, представляешь? 226 киловатт-часов. То есть 3 раза ты можешь зарядить полностью свой автомобиль. Это прикинь, сколько ты можешь в кемпинге находиться. Это то, о чем я говорю. В этом плюс последовательных гибридов для путешествий. То есть ты приезжаешь на кемпинг, на какой-то, и ты спокойненько подзаряжаешь свою батарейку. Он тихо работает, генератор, на малых оборотах. А еще тут 92-й бензин. А ты глянь, чего они сделали. А я туда. Ребята, There we go. это же Так, кровать. как, подожди, как? Ну нет, слушай, нет. У меня ноги наружу торчат. Это кровать детская. Ну, ништяк. Где-то в машину, сам в палатку. Сам в палатку. В кемпинговой. Да, в Модификации. кемпинговой модификации, скорее всего, так будет. Ребята, вы знаете, что кемпинговая модификация? Не знаете? Или знаете? А вот представляете, у вас в машине, в крыше палатка. Причем заводом продуманная палатка. Я когда это увидел, челюсть просто вот так Вот про упала. нее должны больше рассказать на презентации. Матрасик родной, его вы можете потом попозже приобрести в магазине официальном. Вот так вот он выглядит. Кстати, он еще и сдувается, надувается самостоятельно. Да. Нажали кнопочку, он сдулся. Нажали, Раздулся. раздулся. Мы вас в Пандаве научим по-русски говорить.
N90 Max – это полноприводный последовательный гибрид. Под капотом стоит 1,5-литровый турбогенератор, который генерирует 3,66 киловатт-часов с 1 литра бензина. А вот в движение машину приводит два электромотора с суммарной мощностью 422 лошадиных силы и крутящим моментом 540 ньютон-метров. Разгон до сотни занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость 190 км в час. Да, немного, но это же последовательный гибрид. Батарейка здесь используется тройная литиевая на 76 киловатт-часов. Дает чисто электрический пробег в 464 километра по циклу CLTC. Суммарный запас хода 1705 километров. И это, между прочим, рекорд на сегодняшний день среди гибридных кроссоверов. Бак здесь на 60 литров. И кушает он на 100 километров 6,3 литра. Опять же, рекорд среди последовательных гибридов такого размера. Зарядка на экспресс-станции за 15 минут восполняет около 280 километров пробега. И вот поражающий факт данного автомобиля то, что бензогенератор здесь нужно обслуживать раз в 3 года, ребят. Либо раз в 30 тысяч километров за счет специального масла Shell. И чтобы вы понимали, эти 30 тысяч не общего пробега, а именно на бензогенераторе. При батарейке в 76 киловатт-часов, при запасе хода примерно 500 километров, я даже не знаю, когда у вас это случится. Но здесь, в Китае, мне кажется, можно просто забыть. Да, нужно иногда его использовать, чтобы он там совсем не высох. И это к тому, что сколько вы потратите на обслуживание автомобиля. Да нисколько. Кстати, скорость реагирования электроподножки очень хорошая. Она 400 миллиметров, очень крепкая. И вот встав на нее, я понимаю, как же я офигею мыть этот автомобиль. Никогда его сам лично мыть не буду. Это же, я устану. У машины длиной 5,28, радиус разворота почти 6 метров. Как ты считаешь? Это нормально? Нормально. Он же почти 6 метров, а не 6 плюс метров. 5,98, да? Наверное, нормально, потому что 5,2 они сэкономили на подворачивающейся задней колесной оси. Да не, нормально. Вполне. В общем, средний радиус для такого огромного корабля нормальный. За плавность хода отвечает здесь пневмоподвеска с 5 уровнями высоты, а также адаптивные амортизаторы CDC. Кузов на 90% состоит из высокопрочной стали и алюминия. 16 секций здесь выполнены из стали горячей штамповки 2200 мегапаскалей, а жесткость крыши на смятие превышает 13 тонн. 13 тонн. В салоне установлено 12 подушек безопасности. И отдельно они гордятся своими шторками, которые простираются от самого начала до конца салона, закрывая все 3 ряда. За автопилот отвечают сразу 2 лидара. Задний твердотельный лидар распознает ямы и препятствия высотой до 1,5 сантиметров, чтобы машина с длинной базой не зацепила днищем бордюр или люк. При проколе шины на скорости 180 км в час машина сохраняет управляемость. Ребят, как они это сделали, я не знаю. Также машина способна преодолевать брод глубиной 750 мм. Имеет тройной механический привод дверных ручек и 2 аварийные ручки открывания багажника с 3-го ряда. Как будто бы сейчас выкатят цену на N70, и как будто бы мне нужно бежать и покупать. 260 за максималку N70. 260. Презентация завершилась. По техничке нам ничего нового не рассказали, кроме того, что есть брод на 750 мм. И самое главное – это цены. Предварительные цены сейчас за N90 в максимальной комплектации 300 тысяч, а за N70 в максимальной комплектации 260 тысяч. И это предварительные цены. А мы знаем, Xiaomi умеет удивлять, и, скорее всего, на презентации с финальными ценами мы увидим как минимум минус 15, либо 10 тысяч юаней. Друзья, у нас сегодня обзор статический, без тест-драйва. Какие-то моменты мы оставили специально на тест-драйв, чтобы было о чем вам рассказать. Например, из чего состоит кузов. Но также есть еще моменты, о которых мы обязательно расскажем на тест-драйве, который будет, я надеюсь, в ближайшее время. Да, Антон? Да. В ближайшее время. Вообще, напишите, конечно, в комментариях, что вы думаете про автомобиль SkyNomad N90. Вообще, мне очень нравится название SkyNomad. Оно прям так как-то звучит лучше, чем Xiaomi SU7 или там какой-нибудь... Все равно N90-то есть. Ну вот есть, да.
В общем, автомобиль они сделали такой, который сейчас сложно вообще поставить в конкуренцию, вернее, против него сложно кого-то поставить в конкуренты. Я так считаю. Ну, подожди, из премиума можно, но здесь же не в премиуме премиум. дело. Здесь это не премиум, далеко не премиум. В ценовом диапазоне за автомобили, которые типа Аита М6 в полной конфигурации. Я думаю, что, скорее всего, она будет примерно, знаешь, можно будет так подумать, ну вот есть же Galaxy M9, а потом такой в Galaxy садишься M9, такой, ой, нет. Не, в Galaxy M9 на втором-третьем ряду тесно. Батарейка не такая большая, да и Leapmotor, вообще там все. Leapmotor D19, классная батарейка, классное все, но оптимизация расхода уже жалуются в комментариях. Вот, ну это Leapmotor, как бы. Расход мы с тобой знаем, что у Leapmotor расход не маленький. Не маленький, да. Да. Плюс Leapmotor все-таки, знаешь, победнее внутри, он не такой технологичный. И я боюсь, что не могут в моноприводной версии замахнуться на цену Leapmotor. Вот это прям будет сильно страшно. Уровень далеко не бюджетный. Все эти кресла, они по комфорту, они сопоставимы с лисяновскими. Здесь очень комфортно сидеть. Я не знаю, как он рулится, об этом мы вам расскажем позже. Но то, что мы сейчас увидели, нас поразило. Очень сильно поразило. И единственное, что меня настораживает, это какая будет экосистема, френдли или нет, она в России. Потому что в данный момент SU7 и другие, ну, не так хорошо заходят по экосистеме, там, программированию и тому подобное, как Лисян. Лисян причем будет туда официально заходить. Но Sky Nomad — это не Xiaomi. Это как бы отдельный бренд, и поэтому есть вероятность, что как бы вот там через лазеечки вот они туда раз и как-то вот запихнут все нормально. А значок-то Xiaomi остался. Тоже В общем, друзья, напишите в комментариях ваше мнение, нам интересно почитать, как всегда. Ну, а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы вас обнимаем и жамкайте колокольчик.